А тем временем в Ормузе горят корабли. Спутниковые снимки НАСА показали, что вот в той части Ормузского пролива, где американцы были атакованы ксиром, пожары. Также виден один крупный пожар в 30 километрах к западу от острова Ларк. Пожары, представляете? Оно горит, море горит. Как там, лисички взяли спички, море синее подожгли. Что горит? Это, наверное, лазеры Трампа светятся. Ну, не иначе. В Ормузском проливе происходит вот такая вот чехарда. Иран сегодня захватывает танкер с нефтью, причем своей иранской нефтью, танкер под флагом Барбадоса, и говорят, что, ребята, вы угрожаете национальной безопасности. Ну, так вот, собственно, показывают на видео, как подплывают, все, высаживаются ксировцы и, так сказать, забирают назад танкер. Ocean Koi называется это судно. Они поднимают флаг иранский, сбрасывают Барбаросса, все. Может, все проще, как бы не надо топить их танкеры. Имеется в виду иранские американцам. Они чужие захватывать не будут. Все, говорит, теперь наш. А ваш где? А наши американцы разбомбили. И бомбят же. И бомбят. Там вообще у них бои идут в районе Ормузского пролива, передает агентство Фарс. США обстреляли 2 иранских незагруженных танкера, пустых, которые пытались зайти в порт, якобы в нарушение американской блокады. Рубио раньше говорил о том, что это последние удары по Ирану, совсем вообще не связаны с эпической яростью, якобы наносятся для самообороны. Военное командование Ирана говорит, что нет, США нарушили перемирие, осуществили атаку на ряд районов страны. Вашингтон выбирает, мол, безрассудную военную авантюру каждый раз, когда дипломатическое решение лежит на столе, комментирует Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, их поведение. Ну и, собственно, да, вот как это было. Публикуется видео, вот, пожалуйста, иранский танкер, пустой, и они его атакуют. Опасность от него исходила, смотрите, удар и, в общем-то, задымление. И вся эта история вокруг, собственно, Ормуза нам не дает главный ответ. А кто ответит за то, что вообще происходит в Ормузе? Вот кто ответит? Вот это, например, огромное нефтяное пятно. Огромное. Значит, компания СААР указывает, что аномальное прям какое-то нефтяное пятно рядом с иранским островом Харк. Иран оттуда экспортирует более 90% своей нефти. Причина пятна пока не ясна, но одна из версий в том, что иранцы сбрасывают нефть в море, потому что им негде хранить эту нефть. Мест нет. Неисправности систем, места нет. Хотя вроде показывали вчера, я видел спутниковые снимки, что места еще в принципе предостаточно. Может, клевещут, конечно, на Иран, но тем не менее. Проблема серьезная, уже в море нефть оказывается. Это существенный удар по экологии тоже. Но танцы вокруг Ормуза продолжаются, хоть Трамп уже всех 15 раз победил. А кто вообще победил в этой войне? Тут всплыла Камала Харрис. Помните такую? Которая чуть-чуть не стала президентом. Чуть-чуть не стала вместо Трампа. И вообще по-другому мы с вами, наверное, и разговаривали бы сейчас по-другому. Ну, чуть-чуть не стала. И говорит, Россия победила. Хотите знать, кто главный победитель в иранской войне? Россия. Потому что вопрос в нефти. Что он сделал? Он снял санкции с России. Вы понимаете, что это значит? Они зарабатывают деньги на продаже не нефти, которую иначе им запрещали бы продавать. Что еще это значит? Мы отправляем артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны, которые в противном случае пошли бы Украине. Верно. Поэтому последствия очень серьезные. Серьезные последствия. А Иран? А Иран, помимо вот этих проблем и уже поверженный Иран, сегодня вышел материал в Bloomberg, укрепляет железнодорожное сообщение с Китаем. Почему? Потому что никогда не бывает так, чтобы никак не было. Они блокируют по морю, а они вот ЖД там, давайте, развивают в спешном порядке. Между прочим, и Китай не против, Китаю тоже как хорошо.
Там же рядышком Армения. Потрясающе, если честно, сегодня попалось мне на глаза. Это же что-то. Сообщение. Брюссель ставит блок армянской АЭС. Советские атомные технологии в Европе сочли небезопасными. В рамках развития партнерства с Евросоюзом Брюссель поставил Еревану условие закрытия армянской АЭС. В то время как в Иране там Бушер достроен сегодня, Лихачев из Росатома там чуть ли на 70%, короче, 60 или 70 вылетело с головы. В общем, там идет в завершающей стадии. То есть, а Брюссель ставит, говорит, закрывайте. Построена в 80-х годах эта станция, новая относительно. Советский проект — это 40% энергопотребления Армении. Получается, что дружба с Европой должна Армению без почти пол электричества оставить. Это для того, чтобы та начала вступление в Европейский Союз. В Прибалтике там, и других странах Европы закрыли десятки атомных станций. Это, конечно, шок для этих стран. И вот сейчас Армения, закрывай станцию, не будет электричества. Нет, оно-то будет какое-нибудь, там, ветряки, там, кизяки, вот это все привезут, там, ветер, там, все, солнечные панели. Только будет дороже в кучу раз. Очень дорогая будет электроэнергия. И так с, проблемной экономикой в Армении, ребята, что-то как-то не туда вы идете. Это прям какая-то аномалия. Об аномалиях. Пентагон сегодня начал рассекречивать свои материалы об НЛО. 162 документа, сейчас уже, наверное, больше. Я видел уже в материалах-то 170 с чем-то. Старые отчеты, фото, видео, НАСА, показания ФБР, самого Пентагона. Эти данные не являются подтверждением существования внеземной цивилизации, а люди могут самостоятельно делать выводы, основываясь на зафиксированных аномальных явлениях. Среди таковых, например, свидетельство оператора дрона, который в сентябре 2023 года сообщил о линейном объекте с очень ярким светом в небе, или фотография с Луны 1972 года, на которой 3 точки в треугольном положении видны. Также очень смешно выглядит, но так достаточно тоже специфически вот эти фотографии некоего материала, который за инопланетный сплав все приняли. А это оказался часть обычного литого чугуна. Просто сильный нагрев был у этого литого чугуна. Установили, что в 1947 году в служебной записке установили, что это обычный чугун, потому что просто нагрели очень сильно. И в документе уточняют, что это, скажем так, чешуйки, которые там приняли за какой-то металлический сплав. Но о том, что упали фрагменты с большой высоты, эксперт говорит, сомневаемся, там вообще рядом железная дорога какая-то. Короче, такие очень неоднозначные. Очень неоднозначное сообщение, очень неоднозначные материалы. Наверное, там еще раскопают, и самое неоднозначное или однозначно неоднозначное будут выдавать за подтверждение существования НЛО. Помните, вот вы смеялись, кто мои постоянные зрители, у нас был разговор с Геннадием М., и он вот этот вот список там конспиролога, что зачем будет происходить, публиковал. И там тоже было, что покажут фейковых инопланетян. Так вот уже начали. Посмотрим, далеко ли зайдет. Ну, а фейки фейками, но, знаете, становится немножко за Украину все-таки печально и обидно, потому что она нахрен никому не нужна. Помните, была там крепость, обвалилась стена, потому что какая реконструкция? Война, деньги на Миндичу, деньги туда, деньги сюда. А сейчас я сообщал вчера, по-моему, или позавчера, в общем, на днях, о том, что в Черниговской области большие пожары. Ну вот докатилось это все до Чернобыльской атомной электростанции. Значит, ликвидация масштабного пожара на ЧАЭС в зоне отчуждения была вчера, вот сегодня она продолжается. Радиационная обстановка, всех уверяют, говорит, стабильная, все норма, гамма-излучение по всей стране в порядке, всех успокаивают. Что на самом деле мало кто знает, но чтобы все поверили, что там, смотрите, хорошо и безопасно находиться, и никакого там повышенного фона радиационного нет, публикуют очень милое видео. Лосенка спасли в пожаре. Чернобыльского лосенка.
Малий, ну, тримайся. И так вот это нравится, там, малый, тримайся, держись. Ну, понятно, там все в дыму, там пожар, это ужас. И спасли лосенка, поэтому все хорошо, спасатели работают, все нормально, Чернобыль никому не угрожает. Разве что языковым активистам и всяким разным, скажем так, ну, с таким, с украинизированным до мозга костей и на весь головной мозг в том числе. Чернобыль и Припять сегодня сообщили, что их декоммунизировали. Представляете, наконец-то. Значит, проспект Ленина в Припяти назвали теперь проспект Центральный, а улицу Коммунистическую в Чернобыле улица Спасателей. Киевская администрация 23 апреля переименовала название других, собственно, топонимов с советским названием. И список вот сегодня опубликовали, показали, смотрите, какой большой. Ух, переименование даже в Чернобыле, горящем Чернобыльской зоне и Припяти вокруг, там пожары, все равно переименование не остановить. Вообще, страна парадоксов Украина. И это все чаще, и чем дальше, тем больше замечают жители Украины. Дивіться, стоять ТЦКшники, да? Пожалуйста, ТЦКшники, блокпост. І тут везуть, от ТЦКшники, і тут от везуть чоловіка, який умер, да? Якого оці ТЦКшники упоймали, заставили пойти на війну. То есть, вот, видите, блокпост ТЦКшника, и тут везут человека, который умер. Ну, как умер? Погиб на войне. И вот он проезжает через блокпост ТЦКшника. Катафалк. Из пикапа. І от його везуть хоронить. Ну, це нормально? Я вважаю, що це повне ненормально, що відбувається з страною. Що це за дурдом взагалі? Ці, виходить, ловлять, і його ж цією дорогою, де його славили, везуть уже мертвим. Що це, що це за безпреділ, я не можу зрозуміти. Это Украина, детка. Да, тут поймали, эти ловят, а эти вот везут уже мертвым. Все хорошо. И похищают. Вот женщина сегодня в Виннице, говорит, вечером, ну, опубликовано было 5 числа, говорит, вечером в 20:53 Винница моего мужа украли неизвестные люди. Один из них был в балаклаве. Они не спрашивали никаких документов, ничего не проверяли. Сразу силком затянули, начали бить. С него сорвали сумку, выкинули, в которой был телефон, все документы. Он имеет законную отсрочку от мобилизации, поскольку у нас ребенок с инвалидностью. Но никто этого даже не учел. Есть оригинальное видео с камеры видеонаблюдения, которое подтверждает эти события. Это незаконный беспредел. Прошу максимально распространить, чтобы всем сказать, это не осталось безнаказанным. Ну, просите, уважаемая женщина, распространяем. И видео из камер, конечно, покажем. Вот, пожалуйста. Выходит мужик со двора и видит какую-то движуху. А движуха там между домами. Кричат, что-то он бросает велосипед, там же давайте, что ж происходит. Какие-то непонятные люди хватают сразу и утягивают. Ну и этих людей, которые пытаются вступиться, говорят, отойдите, отойдите, пошли вон, все. Быстро-быстро сели и уехали. Сумку выкинули, все выкинули. Ну, это вот с другой стороны, да. Он пытался убежать. Ну, его быстренько схватили, и все. Он кричит, там зовет на помощь. Ну, никто не успел помочь. Эти какие, нормальные в Виннице. Ну, в Виннице частный сектор. Все в порядке. То есть вот так вот буквально это все начиналось. Видите, он проходит мимо, нырнул за угол, ну, и за ним побежали. И начали, в общем, ловить и затаскивать. Это вот этого мужчину. Тут подошел другой, вот его уже догнали. Ну и затянули. Ну вот он, крик его истошный. Ну, все в порядке. Мне так нравится крик этот: уходим, уходим. Собака не поняла, за кого вступаться. Ну, с хозяином все вроде хорошо. Вышла женщина. Ничего не могут понять. Ну, так это все и происходит.
И происходит, и еще и хуже происходит. И каждый день происходит. И уже никто не говорит, что это российское ИПСО, представляете? Потому что, ну это что, камеры, искусственный интеллект на камерах наблюдения в частном секторе, где на каждом углу по периметру стоят эти камеры. Есть такой волонтер, он общественный деятель, волонтер Павел Гайдай. Он системами там роботизации занимается. Ну и, в общем, он там... Было собрание, это видео тоже широко расходится, и он там как бы выступает, да, как спикер, как лектор в аудитории. И рассказывает на самом деле страшные вещи про свободу, про Россию, про Україну і про рабство внутрі України. Бо в нас же конфлікт який український? Ми хочемо, прагнемо свободи. Ми пішли захищати свободу. Для нас Росія – це примус. Да? Це те, що забирає в нас свободу. То есть мы пошли за свободу защищать. Россия кто? Россия хочет у нас забрать свободу, говорит этот Гайдай. Говорит, забрать. Ну и мы же, соответственно, все пошли, давайте защищаться. Воевать давайте против России, потому что пришли зачем? За свободой, за нашей. Ми пішли захищати це, а нас взяли, зробили рабами і сказали, ну, ті раби будуть захищати свободу. І воно, блядь, не працює. Да? Чё так? Чё не работает? То есть как это? Почему рабы не могут защищать свободу? Це конфлікт. Ми хочемо свободи і захищаємо. А нас роблять рабами свої же, своя власна держава. І воно конфліктує, не їде. І от ми в тому клінчі стоїмо, там втрачаємо життя і тягнемо час. Да? І наша стратегія на полі бою звучить так: тягнути час, щоб дати шанс чуду. Золотые слова. Тянуть время, чтобы дать шанс чуду. Чуду. Дать шанс. Ну, бо реальної стратегії, як ми з цього виходимо, нема. Є стратегія президента. 3 рази написано «Врятуйте нас, світ», розрахуємося природними ресурсами, і наша армія буде виконувати ваші завдання. Ну, так и есть. Вот закон о ЧВК вчера мы обсуждали и говорили. ЧВК, пожалуйста. Да, вы нас спасите, а мы вам все отдадим. Да? По суті, програма президента по перемоги. Охуєнна програма. Але ж це не дуже схоже на стратегію, де ми хоч на щось впливаємо. А якщо не врятують, то що робити? Стратегія, коли ти не вирішуєш, не стратегія. Це фуфло, це ілюзія. Да? Не може бути стратегія залежна від якоїсь іншої сторони. То есть, если ты не решаешь, это не твоя стратегия. Если ты зависишь, что тебе принять, какое решение, но это не твоя стратегия. Ну смотри, Гайдай, так договоришься, что и власть нелегитимна, и внешнее управление в Украине. Наша стратегія, щоб Росія розвалилася. Бля, а якщо не розвалиться, то ж все, немає у нас стратегії. Чому? Ну, конечно. По-другому быть не может. Ну, Светан же говорил выше. Светана надо слушать. Наша стратегія залежить від Росії. Чи розвалиться вона, чи ні. Що це за стратегія така дивна? От ми опиняємося в світі. Чому ми в такому світі? Тому що наше уявлення про нього, наша культура на оцих цеглинах смислових, вона нам їх передає. Бля, щось не те в ньому, да? У цьому уявленні. Вони якось не пляшуть. З одної сторони ми хочемо свободи, з іншої будуємо, тюрму. Якась херня відбувається. Що таке? Ми будуємо той світ, який ми уявляємо. А уявляємо ми те, що дала нам... Да, ми картинку та будуємо свою картину світу кожен. Але з цеглинок, які нам поклали на стол, да, які дала культура. І відповідно, коли ми беремо цеглинку, там тюрма, там з решітками, то ми будуємо тюрму. Хочемо ми чи ні. Ми навіть не помічаємо цього, що ми це робимо. Тюрьму строим. Украинцы, схаменіться! Схаменіться! Мы строим тюрьму. Дошло, понимаете? Дошло. А коли конфлікт? Да, на кшталт того, який я сказав. Захищаємо свободу, а нас перетворюють на рабів. І раби мають захищати свободу. Блядь, ну що це за дисонанс такий? Не з'єднуються кубики. Тоді виникає питання, а звідки взялись різного розміру ці кубики? Чому вони не з'єднуються? Можливо, вони з різних систем. А ми це не помітили. Умовно, нас інфікували, нам дали якісь важливі кубики не з нашої системи. Вони визначені десь в іншому місці, вони там підходять, у них там все складається. У нас воно херня якась. Ми не можемо скласти, воно розсипається. Намагаємося, докладаємо зусиль, чесні вибори проводимо, але, блядь, не складається. Ну, не получается. Не выходит из букв П, А, О и Ж слово «вечность». Не выходит. Какие-то буквы не такие, кубики не такие. Начинает доходить. Журналисты начинают появляться, которые рассказывают, вот все говорят, все должны служить, все должны пройти учебку. А что в учебке? А вот что в учебке. Уже нас всіх заїбали
Але тупо ви іменно не навчили нас, а просто заморочили нам голову. Прикиньте, ну двіж. Для того, щоб вистріляти 30 сратих патронів, треба було цілий день харахорить таке, там, 7 кілометрів повної амуніції пройти. На херов, блядь, по полігону, там величезний полігон, по полігону до стрельбища пройти 7 кілометрів. Туди, назад, коротше. Там ще цілий день відстоять, типа от ці упражнення робить, але по суті ти чекаєш просто свою чергу для того, щоб вистріляти ці, сука, в сраті 30 патронів. Це просто жесть. Потім ти стріляєш, і ти стоїш, дивишся на нього, на цього інструктора, і кажеш, так а що там, який результат? Він каже, та похуй, який результат, ти що, типа, тобі важливо, який результат? Нормальний, каже, результат. Єбать, так а на що я тоді взагалі сюди прийшов? Типи, ну це просто крінж. Это просто кринж. Вот это подготовка. То есть 30 патронов отстрелял. А чё там? А какая разница? Нормально, все хорошо отстрелял. В амуниции, туда, обратно. Вот это нормальная подготовка. Вот это на стрельб. А стрельб сколько там за БЗВП? Одна или две? У некоторых ни одной даже бывает. Такие попадают на передовую, рассказывают с передовой, что не могут автомат зарядить. Не складывается. Не выходит каменный цветок. Не выходит. Что-то не так. Где-то надо что-то менять, может, в консерватории. Но если нужно, ну, там, повыделываться, вот как Зеленский вокруг 9 мая и парада, если надо вот это вот похорохориться, ну, это, конечно, да, это к украинцам. И вообще, говорит, ветераны, вообще, говорит, это будущая элита. Ветераны, будущая элита. Ветерани – це наша майбутня бізнес-еліта. Ну, Не просто элита, бизнес-элита. Смотрите, ты же ветеран, все вот вернешься с войны, сразу бизнес, малиновый пиджак, тебе цепочку такую в 2 пальца толщиной, и будешь бизнесменом. і політично, до речі, у нас, на жаль, сьогодні немає И политиком будешь, и мэром, и депутатом, и президентом. еліти. У нас є верхівка, еліта поки не сформувалася. От. Але ветерани – це те підґрунтя, з якого у всіх успішних країнах зростала і політична, і бізнесова еліта. Мне не нравится слово «подґрунтя». Подґрунтя. Ну, да, вот это вот. Ну, основа имеется в виду. Вот эта основа. Но там грунт, понятно, земля, там грунтовный, основательный. А это вот грунт, а это под. Ну, получается, это самый низ. Ну, так, лексически. Лексически, не по смыслу. По смыслу он так правильно говорит слово. Но лексически это вот под. То есть есть грунт, основа по-украински, да, вот, ну, как почва, то есть вот фундамент имеется в виду, да, фундамент, грунт. Но грунт это еще и земля. А это вот вот черти что, понимаете? Ну, давайте нам подивимось на Сполучені Штати. О, давно не смотрели на Соединенных. Давайте посмотрим. Рейган – ветеран. У Сполучених Штатах 31 президент – учасники бойових дій. Із 47, із яких хтось був по 2 рази. Ну, абсолютна більшість. Каких? Ну, каких? У них після В'єтнаму десь 70% Конгреса і 69% Сената – це були учасники бойових дій. У нас нема виходу іншого, як не реалізовувати ветеранські політики. Мы вообще как США. Мы вообще идеально подходим на роль 51-го штата, но не при Трампе. Нет, Трамп плохой, не понимает. Говорит, День Победы надо праздновать. Вообще какой-то не украинец Трамп. А так мы, конечно, у нас вся элита должна, все вот эти... Вот смотрите, вот вы ж воюете сейчас, вот, да, вы ж вернетесь, если вернетесь, и сразу все будете в элите. Сразу будете в элите. Вот просто. Особенно с этими социальными лифтами, которые Зеленский предложил. Все будете в элите. Некоторые хотят быстрее. Быстрее некоторые хотят. Вот военный, он напился в Запорожье и давай. Ебать, тип пострелял. Вы думаете, он просто ходит пьяный и стреляет? Нет, это элита. Охуеть. Лянь, типов пострелял. Ебаться. Типа там 2 или 3 завалил, нахуй. Элита может себе позволить. Он просто хочет ускорить этот процесс. Ускорить. Ну, и вот всем рассказывают вот эти байки. Смотрите, какие вы будете классные, какие будете вот это все. Ох, ничего себе. А потом, получается,
примерно вот так. Знайомий зайшов в гості. Дивіться. Вот смотрите, бизнес-элита, блошиный рынок, ну, то есть всякая херня, которую там можно выдать за какой-то типа антиквариат. Короче, все, что можно продать, они вот выходят, выставляют. И вот сидит парень вот с элитным протезом. Ножка яка, да? Руки нема? Нема. И руки еще нет. Смотрите, что он делает? Он сидит за прилавком вот этого там, что может продает. Бизнес-элита. Вот вам, пожалуйста, ветеран. Чуть-чуть осталося, да? Представляєте, що йому дали? Першу робочу, правильно? Групу інвалідності. Робочу. Пожизненно. И он ржет. Ну, жалко, конечно, хлопца, но он смеется, это истерическое. Ну, вот этот вот смех, это истерическое. Понимаете? Он так и засмеялся. Ну, потому что, понятно, да, у него ни руки, ни ноги, а как он еще будет смеяться? Первое. Рабочая группа инвалидности. То есть он на работу может пойти. Це його ще на роботу повинні взяти після того, як він пройде реабілітацію. Обов'язково, правильно? Там уже сам по желанню, як хоче. Та нахер надо, ну вже повинні платити гроші, блін, чисто за те, що ти виконав свій обов'язок, як кажуть. Да. Выполнил свое обязательство. И стал элитой. И стал элитой. А в это время, по поводу рабочих, вот выходит материал. Иностранцы обходятся бизнесу на 25-30% дороже, но украинские компании все активнее нанимают мигрантов из-за дефицита кадров. Статистику приводит Forbes. Географии работников Бангладеша, Индии, Пакистана, Таджикистана, Египта и других стран уже активно привлекают в строительстве, торговле, логистике, перерабатывающей промышленности. Сейчас Украина разрешает трудоустройство примерно из 70 стран. Только граждане Бангладеш уже получили 600 разрешений. При этом полная легализация одного человека, ну, работника-мигранта, стоит 40 тысяч гривен. Издание пишет Forbes, что из-за мобилизации, выезда населения и демографического кризиса украинский рынок труда все сильнее зависит от них, мигрантов, особенно в сферах физического труда. Там вообще критический показатель. Критический. Вот сегодня в Киеве на Северном мосту фонтанчик. Ну, Прорвало на мосту. прорвало. Ремонтують. Скоро будет так, что некому будет ремонтировать. Ну вот некому. Бангладешцы приедут, будут гайки крутить. Или там латать какие-то порывы. И в Киеве, и везде. Ну, Киев давно сыпется, это, в принципе, ни для кого не секрет. Но, тем не менее, ну, некому. Индусы будут там, ничего страшного, будут каким-то образом. А вот эти вот с первой рабочей группой будут сидеть на барахолке. Элитой. Вот такие пацаны. Которые за что отдал руку и ногу? За Зеленского. Поперек горла она ему станет, и рука, и нога у этого молодого парня, которому жить и жить. А потом спрашивают, что такое, что такое? Да любыми судьбами пытаются смыться. В Кировоградской области сегодня раскрыли фиктивный колледж. Смотрите, эта страна, это просто... Тут можно создать фиктивный колледж. Около 30 мужчин за деньги регистрировались в качестве преподавателей и студентов, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Раскрыли фиктивный колледж, целое СБУ. Злоумышленникам, которые создали ненастоящий колледж, грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Понятно, что это все, конечно, не бесплатная история, но люди готовы, чтобы не воевать, колледж создавать. А их все равно вот это гонят и загоняют в эту армию, армию Зеленского, потому что надо воевать. Если не воевать, то ЧВК создавать, чтобы Зеленскому легче управлялось. Или Миндичами. Представьте, вот Миндичи, а им еще темку ЧВК. Понимаете? Вот этих ребят, которые там выжили, плюс-минус там, они уже не вернутся в нормальную жизнь, они не вернутся уже в нормальное, там, ну, скажем,
Ну, разные есть, да, и специальности военные, разные военные есть, и люди разные. Я все-таки считаю, что большинство, вот завтра День Победы, вот большинство вернутся и будут жить, и строить, и актеры какие замечательные советские, да, которые воевали, и, ну, в общем, да, и достижения, и свершения, и открытия, и в космос мы полетели, понимаете? Опять, ну, мы. Нам же сегодня Дональд Трамп сказал, что Украина — это тоже день 9 мая, это для нее. А что? А кто будет это делать? Вот сегодня новость из Чехии пришла. Ну, там предлагают ввести выплаты за рождение детей для украинок, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Украинкам хотят предоставить право на государственное пособие по уходу за ребенком до 3 лет, которого они сейчас не получают, даже если очень долго живут в Чехии. То есть вы понимаете? Там Свириденко поднимает, мы поднимаем рождаемость. Чехи готовы платить, чтобы больше украинцев было. Но каких украинцев? Чешских. Главное, чтобы эту демографию еще и не хантавирус не покосил, потому что там тоже были украинцы на этом борту. Интересно и конспирологически все это, конечно, выглядит. Почему? Потому что вот, в Иксе завирусился загадочный аккаунт, еще с Твиттера, кстати, загадочный аккаунт с Твиттера, который в 22 году написал: 23-й год, конец коронавируса, 26-й хантавирус. А затем этот аккаунт пропал. Сейчас пользователи массово обсуждают совпадение, которому, что на аватарке аккаунта стоит вещунья из панды Кунг-Фу мультфильма, да? А в описании профиля указано, что предсказывает будущее. Ну, вот вам и хантавирус, между прочим. Из свежего по этой теме пассажиров пострадавшего круизного лайнера от хантавируса, скорее всего, ждет изоляция по типу ковид, сообщает Bloomberg. Полярный круизный лайнер Хандиус, на борту которого находятся более 150 пассажиров и членов экипажа, прибыл к Канарским островам. Путешествие, рекламируемое как поездка всей жизни, превратилось в международную операцию по сдерживанию смертельного вируса. Пассажирам и экипажу, вероятно, предстоят недели карантина, тестирования на хантавирус, инкубационный период которого может достигать 6 недель. По прибытию их проверят и дадут инструкции по дальнейшему наблюдению. Судну отказано в заходе в главный порт Тенерифе. Вместо этого он станет на якорь в промышленной зоне, где организуют медицинские проверки, изоляцию. Пассажиров без симптомов планируют постепенно репатриировать через аэропорт после подготовки чартерных рейсов. То есть перепуганы все не на шутку. Вообще не на шутку. Вот вам и история, вот вам и новый всадник апокалипсис. Некоторые видят обложку Economist на 26-й год, и уже там тоже есть прививка, туда ближе к концу года. Поэтому вполне вероятно, что очередная пандемия может все остановить. Я имею в виду войну. А раз, если не Трамп, то пандемия. Если не Трамп с духом Анкориджа и Путиным, то пандемия. Опять будут маски воровать. Кирилл Тимошенко будет, может, авиасообщения откроют, будут прилетать маски из Китая, потом продаваться в эпицентре. Все это будет. Ну, хорошо, что наши звезды готовы, украинские имеется в виду, звезды готовы к любому вирусу. Вот к любому. Вон, смотрите, Тина Кароль, певица ртом, та, которая, помните, пела, потом попала в скандал, когда у всех отключали свет. Она вот рекорд установила среди селебритис, так точно. 1 час 54 минуты в планке простояла. Ви представляєте, як конське здоров'я? Суддів цьогорічнього конкурсу. До того, як скажу судді, я прошу вибачення, тільки я бачу Тіну знову. Тіна? Тіна? Що? Тім, зараз, от, що б ти з'їла? Чи сміятися боляче? Ну, нема слів.
Як вам виступ Стаса? Ага. Давайте підтримаємо Тіну. Тіна Кароль, за що ми включимо? То есть, смотрите, война, у них наше бачення, шоу, выступления. Вот это вот все. Планка, час 54 минуты. Ух, ничего себе. Представляете? Вот это я понимаю. Вот это вот, мне кажется, сейчас вообще весь народ стоит в этой планке. Только не на... Ну, упор тоже на 4 точках. На 4 кости положили всю страну. Но в Инстаграме можно пропиариться. А чего? Хорошо. Рилс снять. Посмотреть, лайкнуть кого-то. Правда, Инстаграм уже не тот. Сегодня вышел материал Guardian, и там сообщили, что теперь Инстаграм будет иметь доступ к перепискам и, внимание, передавать данные правоохранительным органам, если будет официальный запрос. По информации издания, Мета официально прекращает поддержку сквозного шифрования для личных сообщений в Инстаграм и может анализировать содержание сообщений. Короче, товарищи, вас читают. Вас читают. А потом все спрашивают, а что так вот это с Метой поступили в России? Ну вот поэтому. Потому что уже сейчас нету смысла это скрывать. Все и так знали, что WhatsApp и вот эти все продукты Мета читают. Ну а сейчас вот они открыто, официально сообщили. Ну правда, вот через Инстаграм. Но если Инстаграм, то и все остальное. Поэтому вот такая вот история. Ну, пускай читают, пускай все знают. Шок и сенсация дня, кроме того, что 9 мая – это и украинский праздник тоже, по версии Трампа, и по версии многих украинцев, просто тем, которым заткнули рот и заставили забыть об этом думать, стало для блогосферы и для молодых ребят, которые там ролики записывают, что-то там поражаются чему-то, удивляются, понимаете? Мне вот так, кто же мне сказал? Кто-то мне сказал, или Димура сказал, или кто-то сказал, говорит, я вам поражаюсь, говорит, вы еще не устаете удивляться. Ну вот, удивляться. Уже настолько уже всех задолбало все, что уже никто ничего не удивляется. Но молодежь-то растет, и для них там новое открытие. Оказывается, открыли для себя, как это, поколение, кто там, Z, да, там есть миллениалы, а есть поколение Z, да. Они открыли, что, оказывается, Киев русскоязычный город, представляете? На 26-м году. Київ знову російськомовний. Думаю, всі вже помітили цей ренесанс російської мови в Україні. Якщо раніше дивували чути її в публічному просторі, то зараз навпаки. Українську чуєш рідше. Можливо, бачили ці дослідження щодо російського контенту чи використання російської мови як засобу комунікації між підлітками. І постає питання, чому так? Вся сутність в глобалізації. Зараз на 19 століття люди не живуть в одному селі і не чують інших мов. Значит, видели материалы. А почему так? Почему Киев русскоязычный? Да потому что глобализация. Все не сидят в вакууме, в аквариуме и слышат только один язык. Все пытаются разговаривать с максимальным количеством людей. Через соцсети, там, тиктоки, ютубы, всякие там, те же инстаграмы и все. Поэтому важно, сколько народу говорит на языке. Соцмережі, стріми, тікток. Більшість популярного контенту створюється мовами з більшим охопленням. І російська – одна з них. Да ладно! Русский язык? Русский язык по охватам больше? Да ну что вы такое говорите? Ёлки-палки. Ну, зрада. Трамп предатель, говорит 9 мая и праздник для Украины. И вот это вот тоже предательство. Ми не нагадували про імперський вплив, його наслідки. Але ми живемо зараз в постфакті того, що російською спілкується більшість пострадянського простору. Від Латвії до Казахстану. В тому числі частина українців, що мешкає зараз за кордоном. Тобто, Представляете, и украинцы за границей по-русски говорят. Да ёлки-палки. Как так? Как так? якби ми жили в повністю ізольованому від всіх суспільстві та провадили ту політику, яку проводимо зараз, дійсно, через певну кількість поколінь російською в Україні ніхто б не знав. Але живемо ми в суспільстві глобалізованому. І тому, відповідно, те, що відбувається зараз з приводу мови, більше нагадує, як боротьба з вітряками у Дон Кіхота. А ти як думаєш, чи працює нинішня Все уже поняли, не работает, не работает. Это борьба с ветряными мельницами. Дон Кихот, правильно. А кто вообще помнит, что такое Дон Кихот? Что это? Сервантес? Там где-то на серванте. Старая там какая-нибудь пыльная брошюрка с каким-то там, не знаю, надписью
СССР, свидетельство о рождении какого-нибудь бати твоего. То есть, понимаете, как вот перепрошили? А потом удивляются, когда сталкиваются в современности с этим же самым, что, оказывается, русский язык, все на нем общаются. Это просто большой язык ООН, большой по охватам, все его понимают. Никто не говорит, что там какой-нибудь там латышский или там казахский плохие языки. Нет. Но ты владеешь этим языком, ты, значит, можешь больше. Сегодня, не вчера. Не связано это с империей, с советским периодом. Нет, это связано с сегодняшним днем. И это прозрение такое какое-то наивное. И вроде как вообще ничего не открыл парень. Но это самое важное. Потому что когда там отправляют нас в прошлое, ты на сегодняшнее посмотри. И когда ты немножко переоценишь с позиции того, какой путь мы прошли, что мы сегодня имеем, ты немножко скажешь: Зеленский, ты дурак? Какой обстреливать парад Победы? Скажешь: подождите, а Трамп не предатель, он прав. Он просто обычные вещи говорит, правильные. Ну, это с детства, конечно, все. С детства. А вообще в детстве много таких вот тяжелых вещей. Вот девочка разоткровенничалась. Как можно вообще ребенка воспитать? Как ребенка воспитать можно правильного, когда куда ни кинь, везде клин? Вот как детей научить хорошему, если Белоснежка спит с 7 гномами, Золушка приходит домой после 12, Бэтмен едет 500 километров в час, фиксики лазят по розеткам, волк из «Ну погоди» курит, Рапунцель сбегает из дома, Ариэль беременна в 16. И вот как детей научить хорошему? Напишите в комментариях, как вот можно детей научить хорошему с такими-то, собственно, примерами. Да, друзья, ну что, вот такой шум у нас сегодня. Всем большое спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайки. И, конечно, сейчас немножко пообщаемся и с вами. Единственное, что загляну, собственно, что там у нас, как бы, пока мы тут шумели, произошло. Угу. Значит, Украина не будет наносить удары по параду в Москве, но в отношении остальной России будет действовать зеркально, сообщил источник РБК Украина в правительстве. Будем действовать зеркально, они не стреляют, мы не стреляем. Они не запускают ракеты, и мы не запускаем. Россия заявила, что согласилась на перемирие и обмен пленными. Помощник Путина Ушаков сообщил, что такие договоренности были достигнуты в ходе телефонных контактов с администрацией Трампа. Ну и тоже ну это какой-то цирк. Нет, это подождите, это что-то... Стойте, это... Подождите, я, если честно, немного в шоке. Но это шутка. Это не может этого быть. Сейчас проверим. Если это правда, то это вообще какой-то... Да, Узбекистана, я там ошибался. Мирзиеев, президент Узбекистана, они уже приехали. Казахстан и Узбекистан в Москву. Так, нет, это не шутка. Подождите. Сейчас вы поймете мой шок, особенно после как вот детей учить хорошему. Во-первых, там трагедия очередная в Одессе. Неизвестный открыл стрельбу в пиццерии. 5 выстрелов было. Полиция подтвердила факт стрельбы. Стрелок задержан, пострадавших нет. Но, в общем, там шумно было. Это из тех новостей, которые мы пропустили за время шума. Но простите, пожалуйста, я в шоке. Такого, это невозможно. Пожалуйста, заберите у него булаву, заберите у него ручку, заберите у него, все у него заберите. Указ президента Украины. Указ. Учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8
мая 26 года постановляю разрешить 9 мая 26 года провести парад в Москве Российская Федерация. Указ. Подождите, нет, это... Да, это правда. Я решил перепроверить. Да. Может, я думал, ну пошутили, может. Нет. Он разрешает парад в Москве указом президента Украины. Во время парада с 10 числа по киевскому времени 9 мая территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения. Квадрат Красной площади и координаты. Этот указ с момента подписания 8. Какой же клоун? То есть он этим намекает, что был какой-то план, и они должны... Но он с американцами... И указом президента Украины, указом убирает квадрат Красной площади из какого-то плана. А как план с указом? У меня взрывается мозг, у меня нет слов, ребята. Я в шоке просто. Извините, пожалуйста. Указом у него... Это передоз, ребята. Это передоз. Это, ну, правда, ну кто ему указом разрешает России... Ну, кто скажет, ну, это даже не хуцпа, это не бравада, это клиника. Украиной руководит умалишенный. Они сошли с ума, там, по-моему, это поголовная история. Это не просто больной человек, это... Ну, как это? Ну, тут пишут, он Майдан боится. Я не знаю. Я просто... Зеленский, да, Зеленский точно сумасшедший. Троллинг. Нет, ребята, троллинг это троллинг. Троллинг это на видеообращении. Это сходить, извините, помочиться по пути в Киев в посадку и записать обращение к народу. Это вот эти все моменты. Это троллинг. А это указ на официальном сайте. Я специально зашел, проверил. Это на официальном сайте он разрешил. Вы говорите, спокойствие, спокойствие. Уже не получил. Бросил вызов вселенной. Ну так, ну подождите, а давайте он разрешит. А может он Трампу потом будет что-то разрешать? Разрешит Трампу там перемирие с Ираном. Это как? А давайте, пускай солнышко взойдет. Я разрешаю. Ох. Шелест, не переживай, в США тоже не совсем психически здоровый. Это да, товарищи, это да. Я просто в диком, ну, я не знаю, я в шоке. Извините, это, конечно, просто клиника. Это какой-то, это... Ну, у меня нет слов, простите. Я, ну, значит, надо просто чаще материться, чтобы был больший словарный запас. Ну, просто материться нельзя, ну, как бы на Ютубе. Так, друзья, в сообществе YouTube всех поздравляю с праздником Победы. Влияет ли качество образования на понимание мировых событий и как то самое адекватное образование получить? Важно, спасибо большое за вопрос, важно получить ключи и пути, куда идти, зачем искать. Искусственный интеллект, кстати, вот все говорили, искусственный интеллект, это плохо, ничего хорошего, но их разница этих искусственных интеллектов, ну, все-таки какая-то среда конкурентная, может быть, что-то ведет, но
главное образование, да, вот образование ты получаешь, когда ну, вот ты знаешь, где рыть и куда обратиться за знанием, за источником, и умеешь анализировать и работать с этим источником. Так, с Великим Днем Победы. Регулярно смотрю. Александр, отказ европейских и не только миссий покинуть Киев 9 мая на призыв можно считать физической гарантией, что отвечать ей Киеву будет не за что. Ведь Зеленский на следующее утро заявил о дне тишины 9-го. Для меня сомнения относительно того, кто принимает решение в Киеве. Так вот понимаете, когда, Петр, спасибо за вопрос, смотрите, когда вот это чучело, это с печатью, это на сайте, это канцелярия работает, это издает вот такого рода и такого содержания указ, это означает, что это от него не зависит ни план, ни квадрат, ничего страшного. То есть, давайте еще воду в кулере поменяем указом президента Украины. То есть, это означает, что не он принимает решение, а это вот просто позорище, то, что мы избрали. С наступающим Днем Победы. Всем большое спасибо. Да, спасибо, Севастополь, большое за поздравления. И спасибо за то, что шумите, друзья, из сообщества YouTube. Заглянем в клуб зрителей Шелеста. Так, что у нас здесь? Угу. Так, здесь спасибо большое. Тоже поздравляют все. Тут я глянул в чате, Шелест, не умешайте Зеленскому управлять галактикой. Да, я тоже не верю. Раньше подобные приказы не удивляли. Подобных не было. Подобных, были там разная херня, но подобных не было. Это просто клиника. Так, значит, с праздником, друзья. Да, осталось буквально четверть часа до праздника. Все кричат, выпьем за победу. Действительно, я вот хочу, чтобы все-таки за здравый смысл все подняли фронтовые 100 грамм. Спасибо большое, Оксана, за поддержку, Анна Салам, за то, что поддерживаете. Спасибо всем за то, что... И вас тоже с праздником всех. Да, несчастная Украина. Это горе Украины. Это горе. Это горе. Так, из Владивосток присоединился. У вас уже праздник Победы, и вас с праздником. С Днем Победы и с всего самого доброго. Подведем итоги опроса. Это День Победы. 6% с сединой на висках. 21% последний в войне России и Украины. 23% порохом пропах. И со слезами на глазах 51%. Спасибо всем большое. С Днем Победы. Сахалин тоже. Сахалинцы собираются на парад. У нас уже утро. Спасибо большое. Давайте по параде тоже. Завтра эфир будет. Да, завтра 3 интервью у нас. И, соответственно, на канале День тишины послезавтра. Поэтому с гостями, да, будем тоже обсуждать этот День Победы и вот эти все необыкновенные фортели, которые выкидывает Зеленский, этот сценарий, эту всю мишуру и эту всю... этот весь спектакль, который разыграли на человеческих жизнях, на человеческих страданиях, на ущербе. И как вот сегодня этот день... завтра будет День Победы, будем завтра, конечно, поздравлять друг друга, но уже почти День Победы, у многих День Победы, но он же, понимаете, это вот победа, наконец-то, здравого смысла. Я считаю, что не только там в России или там в мире, каждый украинец в любом уголке земного шара теперь после этого указа должен понять, кто у руля. Вот это День Победы, это прозрение. День Победы – это победа прозрения. Ребята, хватит уже. Вот за кого мы умираем, понимаете? Гибнем, страдаем. Не летим на самолете, получаем дрон в квартиру. Вот из-за этого идиота и вот этой системы. Указ разрешил Это просто анекдот, конечно. Друзья, в любом случае, всем хорошего Дня Победы. Слава Богу, что перемирие, поэтому мирного Дня Победы. Дай Бог, чтобы не было никаких провокаций. Я ждал этого, но видите, как без этого шоу не получилось. Да?
3 дня это означает, что и на передовой есть возможность выдохнуть, и в тылах есть возможность ближних и дальних, и просто вспомнить своих близких, которые пролопатили вместе, плечом к плечу, проползли на брюхе до этого Берлина. И вот эта фраза «можем повторить». Сейчас же как клише, российская пропаганда. Нет. Это фраза, которая была написана на Рейхстаге. На Рейхстаге. Вот когда, что это вам за вот это, вот это, вот это, если не одумаетесь, можем повторить. Это историческая фраза. Давайте все-таки, наверное, повторим и разбомбим этого, ну, этот Рейхстаг безумия и идиотизма. Давайте все-таки будем, ну, ближе к здравому смыслу, пониманию, что такое честь и достоинство. Будем достойны наших предков. Вот в этот день 9 мая всем желаю добра и света. Хорошо пошумели.